Представители знака зодиака Дева. Здравствуйте, мои дорогие девы. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепная художник и таролог со стажем Голен Барон Рид. И изображение и значение этих карт подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе. Жизнь, увы, не бывает полностью предсказуема. Позволим себе право ошибаться и идти дальше. Допустим, альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия. И вот давайте на образах карт попробуем просчитать, может быть, какие-то ситуации на пару шагов вперед. Это дает нам несомненное преимущество, когда мы, пытаемся где-то предусмотреть или просчитываем словно, как бы мы поступили в той или иной ситуации. Это нам дает, повторюсь, преимущество не быть застигнутым врасплох. Итак, основные вопросы, неожиданности и что важно знать на эту неделю для вас, мои дорогие. Первую карту мы достаем. Что важно знать, по мнению карт? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать? А что вам будет помогать, мои дорогие? Что вас будет радовать? Приятности, словом. Что скрыто? Может быть, и мы чему-то не придаем значения. Может быть, и скрывает кто-то. Дела, работа, бизнес. Денежная энергия. Личная жизнь, как видят карты. Что для вас, что важно знать? Девятка воды. Вообще, карта в классической колоде Таро, я ее называю карта эгоиста. И хоть нам тут вода, вроде бы чувство, да, но это карта самодостаточности, и это не просто самодостаточность и материализм какой-то, а это когда у нас идет все так, как мы хотим. По крайней мере, это сильная позиция по этой карте, когда чего-то достигаем. Вот и у вас, как будто, мои дорогие девы, на этой неделе вообще и сильная позиция, и продуктивное время чего-то как будто достичь. И нам показана прекрасная русалочка, которая нашла словно бриллиант, алмаз, и она любуется на него. По сути дела, это исполнение желаний, мои дорогие. Что-то, вот что важно знать, что ваши желания, мои дорогие, исполняются, это правда. У кого-то это может быть, как, знаете, очень позитивный период для самореализации своих честолюбивых планов, то есть достижений каких-то. Или удачно складываются обстоятельства. Это тоже немаловажно. Вас готовы слышать. У вас сейчас получается взаимодействие продуктивное с людьми. Как вот не возьми, то есть все равно последующие ваши действия, они приведут к увеличению материального достатка, решению каких-то имущественных вопросов. Или в личной жизни тоже что-то складывается хорошо, может быть, по части вопросов, связанных с недвижимостью, с переездом. То есть вот по этой карте мы решаем что-то очень важное. То, что, не мелко такое вот радостное, будем говорить, что само по себе тоже хорошо. А есть именно позитивный момент и ваша сильная позиция решить вопросы более злободневные, которые обуславливают качество жизни вашей. Хорошо, идем дальше. Неожиданности. Правосудие. Может быть, у кого-то и были вопросы, связанные с судами или выяснение, может быть, через суд, как медиаторство. Может быть, по этой карте нам все-таки говорят, причинно-следственная связь, она присутствует, и могут напомнить о себе события, обстоятельства из прошлого. Мы как будто что-то можем завершать, и, скорее всего, удачно. По этой карте мы должны, все-таки это в неожиданностях, не рисковать собой. По этой карте следует быть аккуратным, не нарушать закон. Видимо, это имеет значение, особенно мы говорим Плутон у нас уже теперь в Водолее, и во время Плутона в Водолее не позитивный момент соглашаться на какие-то мутные сделки. Может быть, выглядит какое-то дело, но очень привлекательно. Но помните, что даже по прошествию лет, какого-то количества времени, словно какая-либо ситуация, если мы что-то сделали, так не очень хорошо, она к нам вернется. И вполне вероятно,
придется нам ее как будто расхлебывать в одиночку. Это карта кармы в этой колоде, закон как раз, причины и следствия. И нам говорят, помни, что посеешь, то и пожнешь. Вообще это закон равновесия еще и стихий. Поэтому мы можем, как старший все же аркан, сама по себе стихия или обстоятельства могут так вот на вас влиять. Поэтому не нарушаем этот закон, даже в минимуме. Переходим улицу там, где положено, а не где всегда. Если вы едете за рулем автомобиля, не превышайте скорость. Словом, уважайте закон, порядок, и он вас тоже будет уважать. Но если были какие-то длительные, обсуждения через, допустим, ваших вопросов, когда у вас были оппоненты, именно были слушания в суде, или были противоречивые какие-то выяснения отношений. Вот здесь важно понимать, что у вас сейчас очень благоприятный период. Договориться, сгладить острые углы, решить какой-то вопрос. И даже если, повторюсь, в суде есть вопросы и есть возможность договориться все равно, понимаете? Значит, какой бы сложности не было дела, или какая-то тема в вашей жизни, все равно повернуть ее таким образом, чтобы вы остались довольны. Чему сейчас не время? Не время торопиться. И правда, по девятке воды мы никуда не спешим. Не время набирать темп, не время набирать скорость, не время думать, что я сейчас быстро решу все вопросы. У вас сильная позиция, и знаете, это хорошо, когда мы самоуверены, но иногда эта самоуверенность нам не дает увидеть детали. Нам кажется, что все будет ровно так, как мы распланировали. Жизнь не бывает полностью распланирована, увы, и у вас в неожиданностях правосудия, поэтому чтобы не было такого пункта, как вот есть такая поговорка, где тонко, там рвется. Будьте прозорливы и внимательны, правда, не ускоряйтесь. Это сейчас не поможет. А что же будет радовать? Шикарно. А вы знаете, личная жизнь. Вообще по десятке кубков не только проходит личная жизнь или поддержка близких, семейные вопросы, которые мы решаем удачно или просто. В семье нас что-то радует, царит взаимопонимание, такое, знаете, душевность, ласка, когда вам готовы прийти на помощь, когда вас любят. По десятке кубков благополучие тоже проходит. И есть элемент материализма, если мы говорим удачное решение в отношении недвижимости, может быть. Вот хороший период, когда и договориться, или если есть на повестке дня вопросы переезда, значит, не всегда, кстати, они даже в пределах семьи совпадают решения. Один хочет что-то одно, а другой из партнеров может совершенно другой, взгляд иметь. И вот здесь, опять же, есть прекрасное время для того, чтобы что-то осуществить. Вообще, посмотрите, у вас как будто идет по нарастающей. Девятка воды, десятка воды. Поэтому не ускоряйте сверх меры какое-то событие или какую-то тему, вопрос. Может быть, и вопрос отношений. Тут все решится в свое время. Как будто само пространство по правосудию, это тоже говорит карта, ускорит или решит, поможет решить какие-то ваши вопросы ровно в тот период, когда это словно, может быть, распланировано в небесной канцелярии. У вас идет все своим чередом. Что скрыто? Это вы можете что-то скрывать. Верховная жрица, опять же, старший аркан. Или вы можете скрывать, кстати, девятка воды, не говоря о себе много. Может быть, есть какая-то ваша тема, когда вы не доверяете конкретному человеку. Или вы понимаете, что сейчас есть такой период, когда я никому о себе ничего не говорю. Или тот период, когда не нужно транслировать свою где-то состоятельность, дабы не вызвать зависть. И это очень правильная позиция. Посмотрите, в нашем прогнозе одна карта ложится напротив другой. Девятка воды или кубков и верховная жрица. Храните молчание. Я не могу сказать, что кто-то скрывает. Это вам сейчас словно, где-то быть в пределах либо собственных планов и их не разглашать. Счастье, как и удача, любят тишину, как известно. И где-то в отношении с людьми, может быть, и будут такие наводящие вопросы. А как у тебя дела? А что у тебя в семейной жизни? Карта нам говорит также, слушай свою интуицию. Что такое интуиция? Это интеллект и опыт. И вот когда тандем
осуществляется, или мы соединяем одно и второе, то мы становимся более рациональны. Вот, может быть, и есть те вопросы, которые где-то нужно продумать иррационально, не примешивая туда чувства. А есть и тот период, мои дорогие, в эту неделю, когда и нужно отдаться на волю чувств. Или успеть, суметь порадоваться, но и в то же время какое-то внимание, предвидение на пару шагов вперед, когда вот Верховная Жрица – это у нас вообще та, которая все знает, тайны. Может быть, какая-то и тайна на этой неделе для вас тоже словно откроется. Идем дальше. Дела, работа, бизнес. Паж Земли – это карта начала. Начало свершений, подвигов, начало нового дела, начало новых возможностей. По этой карте вполне вероятно, знаете, на работе проходят какие-то изменения или обстановки вокруг вас. Руководитель может меняться, график может меняться. Вы сами можете получить новую должность, если вы к этому шли, мои дорогие, если вы этого хотели. Это карта честности с самим собой. Это когда мы что-то планируем вполне конкретно, все-таки Земля. Это у нас материализм, как ни крути. И, знаете, это твердое решение процветать. Вот так называется карта в этой колоде. Шикарно. И, конечно, тут у каждого по-своему. Кто-то твердое решение процветать будет заниматься своими делами, может быть, делами семьи, делами дома или своим бизнесом. Как-то вы будете реорганизовывать, а у кого-то на работе, может быть, будет та ситуация, как счастливый случай, мои дорогие. Или вы узнаете какую-то правду, или происходит какое-либо событие, которое вот у нас еще пока скрыто. И вы как раз видите удобный момент для того, чтобы осуществить какой-то свой план. Будьте внимательны, правда. Но вот твердая решимость процветать, или знаете, я все равно что-нибудь придумаю, даже если, где-то что-то идет криво. Я знаю и вижу свою цель, и я добьюсь своего. Вот это сильная позиция. Финансы. Вестник воды. Но деньги по этой карте все-таки мы не тратим. И хоть у вас и девятка воды, и десятка воды, может быть, где-то нам карта и говорит, с деньгами не на этой неделе прощайся. Что я имею в виду? Когда мы что-то приобретаем, может быть, и есть какие-то предложения, может быть, и очень выгодное предложение, но все-таки карта «не торопись тратить деньги». И у нас как раз совпадает с той позицией, чему сейчас не время. Прекрасная карта «восьмерка огня» – это наращивание темпа, но она выпадает в позиции «не торопись» именно. Не должно быть поспешных действий. И вестник воды, вы знаете, тут могут быть какие-то вообще, в принципе, приятные моменты, хорошее настроение, удачные у кого-то, у кого бизнес, удачные сделки, например, или по этой карте могут быть, знаете, как какие-то заманчивые предложения, но все нужно, видимо, просчитывать. Вообще, эта карта не совсем о деньгах. Здесь нам говорят о рыцарстве, о романтике, о том, что мы где-то можем и замечтаться. Во всяком случае, решая вопросы материальные, мы не должны примешивать туда либо чувства, либо какой-то мой восторг. В вопросах материализма не быть романтиком конкретно. Но то, что финансовая история вас радует, у вас девятка воды и десятка воды, это точно. Личная жизнь, двойка земли. Здесь нет перемен. Скорее всего, все то же самое, чем вы занимались на предыдущей неделе. Хотя для кого-то из вас это может быть внезапная поездка или какие-то как возможности, оказия, что-то сделать для вас самих, очень хорошее, доброе. Это быть легким на подъем нас вообще приглашает карта. И у кого-то эта легкость проиграется, может быть, в путешествии с вашим любимым человеком, если он есть, или в развитии вашей дружбы или ваших отношений, как будто добавить, да, больше романтизма, легкости вполне вероятно. А для кого-то из вас это может быть как новый проект по работе, и нам это об этом говорят, и вы будете уделять внимание как раз, где-то мыслями вы будете как раз в том проекте, что вы хотите осуществить. И, кстати, кто начинает бизнес, может быть, буквально с нуля, или что-то хочет реорганизовать. Напротив, пажа земли, и мы сказали, твердое решение процветать. Так вот, что-то просчитать, может быть, по делам наперед, чтобы с чем-то не ошибиться. И по двойке земли это карта дуальности, и это предполагает
как работа в радость. Это какой-то баланс как и эмоциональный, так и баланс между работой, мои дорогие девы, и между отдыхом. Не забыть про себя. И если нам карта говорит вот про путешествие, все-таки пусть не в этой колоде, в другой, и я говорила, что ну, как будто нужно себя чем-то вдохновить, да, вот элементы романтики или элементы, ну, чего-то очень счастливого на этой неделе, они как будто могут быть. И тогда нужно не сказать себе, это потом, себя не оставить опять же на потом, а как будто быть тем же романтиком в хорошем смысле, позволить себе помечтать. На этой неделе для вас будет очень важно, может быть, заняться своим хобби, если вы его собираетесь монетизировать или сделать основным видом заработка, но не уйти с головой в работу, мои дорогие. Уделить буквально внимание личной жизни, потому что наше счастье, оно не бывает однобоким. Когда мы решили все материальные или какие-то еще другие вопросы, а в личной жизни у нас как будто брешь. И поэтому для тех, кто один или одна, надо продумать, чтобы не быть одному или одной. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.